Всем хай, мы возвращаемся в Субнавтику. И сегодня у нас остается, я так понимаю, последняя точка, куда нам нужно сплавать. Из двух. Потом, видимо, будет какое-то дополнение к заданию или что-то типа этого. Так, что мне там нужно найти? У меня еда есть, вода есть. Ладно, все это сойдет. Там мне нужно найти... Кианит. Кианит. Так. Эй! Блин, стукаюсь еще. Так, метку. Так, здесь у нас будут минералы, да? Да, это то самое место. Погнали по этой стороне, мне кажется, здесь будет ближе. Мне кажется, мне нужно было с собой взять все-таки 2 батарейки. Что это, скала? Скала. Так, это что? А, это база. Так, нам, собственно, нужно туда дальше плыть. У нас, по-моему, есть еще одна точка, в которой нужно сплавать. Так, сейчас точно я посмотрю. Исследование. Карты. Да, нам нужно сплавать сюда. Так, 600 метров осталось. Еще бы вход найти. Как необычно чисто здесь. Обычно, по-моему, здесь всякие скалы. Вот такие медузы плавают. А здесь почему-то ничего нету. Так, кианит мне нужен. Так, пацан, я сканировал. Да, его я сканировал. Кстати, когда я искал информацию по поводу травы, чтобы улучшить модули или сделать модули, уже не помню. В общем, было написано, что вот таких существа вообще всего 2 здесь.
Так, и здесь протиснуться. Смог. Изи. Что? А, нет, все правильно. Сюда. Здесь явно кианита не будет. This artifact could provide useful information. Processing. Да здесь вообще ничего нету. Так, пусть так светит. 16 метров. Если что, на превьюху пойдет. Вот так. Так, тебя сканирую. Тебя беру. Алмаз. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. How do humans cope with the loss of memories? Like forgetting someone's birthday? I don't know, it just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that? I'm warning you, if you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a Leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. Все? Все. Ну, это вообще что-то не то. Я-то думал, кианит будет. I have found the location of another artifact. Good. I really hope this one tells us something we need. As do I. Signal location uploaded to PDA. Окей. Где ты? Довольно высоко. Ну... Есть. Это что? И зеленая. И зеленая фигня уже растет просто вот здесь. Может и кианит где-то здесь? Я хочу сплавать вот сюда вниз. Не знаю, что будет. Кстати, когда
в первой части появлялся конец локации, там появлялось такое огромное существо, которое нас атаковало. Warning. Entering ecological dead zone. The prospect for survival is fast approaching zero. Вау! Ты еще кто? Где вход? Ай! Так, ну я хочу выйти еще раз, попытаться что-то сделать. Просто тупо вниз буду плыть. Ау. $700 метров. Warning. 30 800. seconds of oxygen remaining. Что будет на 1000? Oxygen. Мне кажется, это просто... Да, это тупик. Ладно, погнали тогда на новую точку. Но новая точка, по-моему, это будет опять же какой-то материк, нужно будет бегать по суше. Вот чего-чего, а вот этого вообще не хочется делать. Какая же душная здесь суша. Я все-таки буду надеяться, что не суша, а где-то метров 400 в воде это будет все находиться. А возможно, это последний остров. Там, где я еще не был. Я даже не знаю, плюс это или минус. Так, все, погнали. Да, мне очень сильно кажется, что это последний остров. Омега или как это называется? Да, Омега. В первой части, помню, магнетит был где-то уже под самый конец он появлялся. На глубине, что ли, 1200 или 1400 метров. В вулкане. Здесь, видимо, что-то не так. Detecting bow of an astronautical Soltrans-Gov vessel nearby. Еще один Vessel name, корабль. Mercury 2. Inoperative. Окей.
Плохо, что ничего не видно, но с мотыльком сейчас я должен здесь все быстро облететь, посмотреть, сплавать во все нужные места. Так, это металлолом. Металлолом. Ай, вот почему его переворачивают? Вот это вообще непонятно. А где вход-то? У меня маячок есть? Блин, у меня маячка нету. Кстати, в таком же самом корабле... Так, давайте здесь засейвюсь. В таком же самом корабле была одна батарейка. То есть не батарейка, а диод какой-то. Мне нужна последняя штука, чтобы его изучить. Да что ж такое? Вход, я так понимаю, все-таки один здесь. Или нет, это что? Не, это просто декор, так сказать. Ясно. Ну так что, поплыли отсюда? Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Блин. Рюкзак. Это не то. Да возьми ты его. Warning, 30 Я seconds снова of взял, что oxygen непонятно. remaining. Так, давай вот так вниз. Так, что у нас здесь? И здесь у нас ничего нету. Кстати, вот бур нужен. Он очень сильно нужен. Warning, Энергоячейка. 30 seconds of oxygen remaining. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Так, сейф. А стоп, а туда вообще можно заплыть? Можно. Блин, что ж ты сразу так не сделал? Так, здесь можно вниз спуститься. Ну, уже самому. Лол, китайский картофель. Так, он... Он не ломается. Плюс бур. Warning, 30 seconds of oxygen remaining.
Да что ж такое? Металлолом. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Блин, чуть не Warning. сдох. 30 seconds of oxygen remaining. Так, у нас новый костюм. Ветхый. Прям как жилье. Так, плывем сюда. Sol should pay me more to lead these missions. I saved the whole damn crew from destruction. Mercury 2 was nearly obliterated by an immensely powerful energy beam. I don't know any weapon system with that level of capability. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining freighters. The refraction of the beam across the atmosphere? Orion's belt, it looked like the Northern Lights. Such power. I fired the emergency flares and dumped water from the nuclear core. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the Mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated. That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. This is not what I signed up for. My days of risky missions should be behind me. But what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, whatever didn't want us on the planet doesn't mind when we leave. Так, что у нас с костюмом? Новый костюм. Ну, кстати, он легко делается. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Так, сейф. Будет очень много сейвов. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Так, поплыли назад. Oxygen. Не туда. Кусты. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Блин, это сложно. Может, верхние этажи исследовать пока что? Так, давайте остановимся здесь.
Блин, я надеюсь, что костюм смогу сделать в этой Warning. серии. 30 seconds of oxygen remaining. О. Большой аквариум. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Да, мне кажется, вот эта часть будет намного легче исследоваться. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Каждый раз будет сейф. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. О, здесь еще выплыть можно. Мне бы найти дырку, которая выходит на поверхность, в воду. Так, картошка. Картошка. КПК. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Так, что у нас по КПК? Oh man, oh man, oh man. This is every xenolinguist's dream. I mean, I was helping with the planetary scans, and there are possible unknown structures on the surface. This could set my career up for life. The images are a little degraded coming through the atmosphere, but it looks like intentional and complex architecture, which means civilization, and civilization means language. Oh, man. And now, most of the crew wants to get home. I understand that, but this could be a defining discovery. I'm definitely going to put a bug in Diana's ear about going to the surface so I can take a team to explore. I desperately hope this pans out. Oh, I can't wait till we get into communication range with Sol again. Layla and the kids would love to hear this. I mean, it's rough being away from them so long, but this might just make it worth it. I'll be able to give them so much more. Окей. I finished the reactor checks. We dumped a ton of runoff, and we don't need the rods melting down. Then I helped with the scavenging, chopped some veggies with the cooks, and tried to help Diana, but she sent me down to engineering with Stefanos. I've been working with him the last few days. Stefanos, how to describe Stefanos? He's by far the most thorough engineer I've worked with, and no ego.
He never leaves a job undone, no matter how late it is. I've never seen him awake before 11, and he always greets me by saying, Kalimera, Yasmin, in the sleepiest drawl. Not a morning person, that one. He listens with the slightest smile on his face and twirls this stray curl by his ear. He asks a billion questions, but I don't mind. He surprised me today. There's an empty room on the bridge, just a spot of negative space in the ship. He set a picnic there and said I need to relax. He even called me a busybody. There were these crazy glowing fungus things he found to set the ambiance. The most exciting part, though, drum roll, he can jailbreak fabricators. He made a small batch of traditional Grecian dishes. But the craziest part? He managed to make a suitable falafel for me. I never thought I'd see a good falafel in deep space. Alhamdulillah. A quiet genius, that one. This planet may be a cold mistress, but maybe it isn't so bad. We need to get off this planet. I mean, the morning started out so well. I took a team of 6 out to find the structures from the planetary scans, and we were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were going to be in the frickin' history books. Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited, naturally, and decided to enter the water to follow it. That decision cost 3 lives. I mean, half my team, they got ripped to shreds by something. They died screaming, alone in the cold, dark waters. I'm not going back in that godforsaken ocean again. I refuse. Some of the animals on this planet, they look sick, too. Weird pustules on the skin, oddly sluggish. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the biopatent payoffs would be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Man. I miss the smell of my wife's hair. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. Окей. Так, картошку нужно выкинуть. Или что, ее съесть можно? Не, уже воду начинает понижать. Так, здесь я все изучил. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Надеюсь, успею. Oxygen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Блин, туда будет сложно долететь. Доплыть, то есть. Так, можно сплавать сюда. Warning. И мы 30 сейчас seconds туда и of oxygen поплывем. remaining. Oxygen. Может, я все-таки смогу заплыть сюда? Нет.
Охереть. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Музыка. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Так, здесь стекло. Блин, можно сюда еще сплавать потом? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Нужно как-то поставить его пониже, чтобы он был. Вот так. Что у нас там за запись? Orion's belt this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No, I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land, frigid and cursed. Between these tunneling creatures and the strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of, we have to leave at first light tomorrow. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away, but if we leave, it'll let us go. I have to leave the quarantined crew in the cave behind. We will be back for them, but we can't risk an unknown infection spreading through the Mercury. We're packing survival kits for them, but there's only enough surplus for about 2 weeks. I'm telling them that we will come back, but I don't think I can land here safely twice. I hate this, but I have to leave them behind. I can't risk the entirety of the Mercury. Окей. Давайте попьем. Засейвимся. И поплыли. О, здесь еще не появилось. Что-то я затупил. Стоп, это что? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Что это? Где я? Oxygen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Блин, здесь нужно пилить дверь. Oxygen. Да спустись ты еще ниже. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Где выход? Выхода нет. Фу, блин, еще будильник здесь у меня начался. И все, короче, давайте тогда на этом закончим. Доисследуем этот кусок корабля уже в следующий раз. На сегодня тогда все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новой серии. Всем удачи. Всем пока.